Всем знакомо такое выражение «как карта ляжет». Оно означает, что что-то произойдет или не произойдет, если повезет или наоборот не повезет. И действительно, давайте вытянем из колоды одну случайную карту. Какая она будет? Черная или красная? Какой именно масти? А какого номинала? Какова вероятность каждого из указанных случаев? Очевидно, шансы вытянуть черную или красную карту равны, то есть 50 на 50. Мастей у нас 4. Значит, шанс вытянуть конкретную масть 25%. Номиналов у нас в стандартной колоде 13. Значит, шанс вытянуть конкретный ранг чуть менее 8%. Вы на канале Poker.ru, и сегодня мы рассказываем о вероятностях в покере, таблицы шансов, методы расчетов и все, что нужно знать. Представьте, что вам предлагают игру. Вы тянете карту, если она черная, вы получаете $100, если красная – отдаете. Есть ли смысл? Если вы человек азартный, то вполне можете рискнуть, но математическое ожидание от такого мероприятия строго нулевое. Меняем условия. Теперь вам дают по $100 за вынятую пику, но забирают по 50, если выходит любая другая масть. Теперь играть не согласится даже азартный человек, если он хотя бы немного дружит с логикой и математикой. Ведь при таких условиях ожидание отрицательное. Один раз из 4 он получает $100, но 3 раза теряет в сумме 150 и остается в минусе на $50. Кто-то скажет, что можно просто случайно вытянуть 5 пик подряд и завершить игру в плюсе. Но если вы организовали игру и умеете различать карты по рубашке, то, безусловно, уничтожите соперника. Конечно, вы можете и случайным образом вытянуть 5 пик, только вероятность достать из колоды 5 карт одной масти подряд около 0,2%. Не 2%, а 0,2%. А ведь еще нужно, чтобы первой была именно пика. Так зачем нам эти вероятности и как их использовать? Да и нужно ли? Ведь можно просто играть в покер. Говоря прямо, конечно, не обязательно задумываться о математике. Миллионы игроков по всему миру вообще не различают понятия equity, шанса банка и другие математические термины. Они просто играют так, как представляют себе покер. Кто-то собирает комбинации, кто-то кошмарит оппонентов агрессией, и все при этом довольны. Только вот выигрывающих покеристов по статистике менее 5%. Естественно, чтобы кто-то зарабатывал деньги в игре с нулевой суммой, да еще и с рейком, кто-то должен их терять. И эти потоки фишек постепенно перетягивают на себя те, кто уделил время изучению покерной стратегии. А в основе этой стратегии лежит математика и особенно ее величество теория вероятностей. Пока за покерную стратегию не взялись молодые умы неофитов эпохи покерного бума, математика в карточных играх была в зачаточном состоянии. Конечно, великие теоретики Дойл Брансон, Дэвид Склански, Дэн Харрингтон и другие уже владели базовыми представлениями о вероятностях, но до их полноценного использования доходило редко. Старое поколение игроков и вовсе до последнего отвергало бесчувственную математику, предпочитая живые эмоции и интуицию, особенно чтение языка тела оппонентов и маскировку собственных жестов и мимики. Только вот преодолеть фильтр в виде появления солверов смогли лишь единицы, которым хватило прозорливости рассмотреть изменения в индустрии. Появились программы, которые довели математические покерные концепции до совершенства, недоступного человеку. Однако человек упорно продолжает изучать их в попытке понять, а если не понять, то хотя бы скопировать. А лучшими становятся как раз те, кто способен разобраться в логике. А чтобы определить эту логику, математика вероятности совершенно необходима. Все сказанное до этого имело одну единственную цель – испугать зрителя. Шутка. На самом деле цель в том, чтобы каждый любитель покера осознал важность изучения покерной теории и особенно теории вероятностей. Но только если задача заключается в том, чтобы стать выигрывающим регуляром. А теперь развеем страхи и докажем, что не так страшны эти ваши числа и формулы, как их рисует воображение новичка. Начнем с комбинаций. Откуда вообще взялась их иерархия? Почему одна считается старше другой? Все дело в вероятности собрать конкретное сочетание случайным образом, вытянув из колоды 5 карт. Например, мы взяли колоду и достали 5 карт. Из них 4 оказались валетами. Видите? Ничего сложного, скажете вы. Я с первого раза достал каре. Так почему оно настолько высоко оценивается? Потому что вы достали его совершенно случайно, а фактическая вероятность подобного события 0,24%. Это значит, что если вы будете тянуть много-много раз, вам потребуется около 5000 раз, чтобы это получилось.
И то, что вы сделали это с первой попытки, лишь случайность, которая никак не противоречит математике. Более того, вы случайным образом можете достать каре сразу же и со второй попытки, и это тоже не будет противоречить математике. Шанс такого события представляется настолько мизерным, что скорее похож на статистическую погрешность. Но такой шанс все же есть, и на бесконечной дистанции он обязательно произойдет многократно. Просто вы умудрились попасть в тот самый маловероятный отрезочек дистанции. Не верите нам? Поверьте Шону Дибу. Нет, он не собрал 2 каре подряд, но он вылетел 2 раза подряд в хедзапах 2 турниров европейского этапа мировой серии, проиграв сопернику, собравшему каре. Дважды, буквально в течение 3 суток. Так что расскажите ему, что это невозможно. Но постойте, у его соперников шанс собрать каре был выше, ведь они использовали не по 5 карт, а по 7, с учетом собственных рук. Все верно. И это слегка меняет вероятности. Теперь каре получается в 0,17% случаев, то есть почти 2 раза на 1000 раздач. И все же двухкратное повторение события с такой вероятностью все равно стремится к сверхмизерным значениям. Вы видите полную таблицу вероятностей сбора разных комбинаций как из 5, так и из 7 случайных карт. Погодите, но ведь теперь 2 пары выпадают чаще, чем не выпадает ничего. Так почему старшая карта в иерархии ниже? Все просто. Вам не дают сразу все 5 общих карт, если вы не пошли all-in на префлопе. То есть тактику на раздачу вы строите на флопе, и получить тот самый допер получится далеко не всегда. Ведь вы очень часто выбросите карты на флопе или терне. Двигаемся дальше и переходим к стартовым рукам. Может, не будем мудрить и просто дождемся карманных тузов? В принципе, это могло бы сработать, если бы не 2 обстоятельства. Первое. Если соперники не полностью лишены наблюдательности, они не смогут не заметить, когда какой-то нит вдруг рейзит на префлопе после сотен фолдов. Ведь конкретно тузы придут к нему приблизительно 1 раз за 222 раздачи. Второе. Пока он будет дожидаться своих тузов, пройдет 37 кругов, за которые он заплатит 56 больших блайндов. Так что даже если вдруг кто-то оплатит ему эти тузы, он просто вернется к исходному состоянию и снова продолжит терять деньги блайндами. Очень веселая игра, верно? Но вроде бы с небольшим преимуществом. Он будет собирать какое-то количество фишек, если оппонент упорно будет удваивать его с тузами. Но мешает третье обстоятельство – эквити и его реализация. Но об этом чуть позже. Итак, какова вероятность получить в руки разные типы стартеров? Все считается очень просто. В колоде 52 карты. Нам необходимо определить количество карт в нужной нам группе и просчитать вероятность их последовательного получения. Сложно? Да не слишком, не переживайте. Смотрите, на примере тех же тузов. Их в колоде 4. Шанс, что первой картой выйдет туз, 4 из 52. То есть 7,7%. В колоде остались 3 туза. Шанс, что он выпадет, теперь 3 из 51, то есть 5,9%. Перемножим эти вероятности и получим те самые 0,45%. В некоторых случаях используется метод подсчета от обратного, то есть вероятности того, что событие не произойдет, но не будем пока усложнять. Второй метод куда чаще применяемый для префлопа. В колоде 52 карты. В их самых разных сочетаниях из 2 карт можно получить 1326 разных комбинаций. Карманных тузов всего 6 вариантов: пика-черви, пика-трефы, пика-бубен, черви-трефы, черви-бубен, трефы-бубен. Соответственно, 6 разделить на 1326 будет 0,45%. Чем больше стартовых рук включает конкретная группа, тем выше шанс выхода. Например, если мы возьмем все разномастные комбинации, вероятность их вывода 70,6%, а разномастных коннекторов 10,9%. Таблица с разными группами стартеров в холдеме сейчас на экране. Не менее важно понимать, с какой позиции эти руки играть. Позиция в покере – это один из самых мощных инструментов, который напрямую влияет на то, как вы реализуете свое эквити. Почему баттон – это золотая позиция? Как играть из разных позиций и что такое относительная позиция? Смотрите в следующем видео о позициях в покере. Вспомним нашего трусливого нита, который решил, что поборол систему и нашел способ разорвать покер – дожидаться тузов. Вот он дождался и радостно пушит. Его сопернику не повезло. Сдали королей. В принципе, оппонент мог быть и повнимательнее. Против некоторых игроков стоит выбрасывать карманных королей без сожаления. Но тот не прочел ситуацию и ответил. Нит со своими 55 ББ потирает руки. Флоп 8-7-6. Терн валет. Ривер король. У соперника сет, и стек отправляется к нему,
а НИТ отправляется в кассу за новыми фишками или домой. Что произошло? Ужасная вселенская несправедливость? Древнее родовое проклятие? Или проказы дилера и вся эта банда только и ждала момента, чтобы сжульничать и обобрать бедного НИТа? Всего-навсего реализовалась та самая концепция equity, доли игрока в банке при всех возможных исходах. Когда участники выставились all-in на префлопе, раздачу они еще не завершили. Да, у нашего НИТа преимущество, но его equity всего 82%. Это значит, что приблизительно одну раздачу из 5 он должен проигрывать. Это его прямая обязанность, почти работа. И в этой конкретной раздаче он всего лишь отдал эту самую обязательную дань теории вероятностей. Еще проще. Король в колоде есть, значит он может выйти. Это не говоря о других способах переехать тузов, стритом, флешем. Как вообще в среднем разные руки стоят против других комбинаций. Но вот мы вышли на флоп. И теперь наша рука взаимодействует с картами на борде. У всех стартеров разный потенциал на попадание в сильные комбинации. Это влияет на многое. Во-первых, зная вероятности, мы можем оценить целесообразность входа в раздачу с любой рукой. Например, мы на большом блайнде с разномастными 7-2, и до нас 5 соперников уже создали мультипот. Может и нам испытать удачу, вдруг зацепимся за фулл хаус? Конечно же, это глупость, так как на один крупный выигранный банк будут сотни проигранных мелких. Во-вторых, зная особенности нашей руки, мы можем адаптировать тактику. Например, если разномастные туз-король имеют 29% на попадание в топ-пару, то нам выгодно разогнать банк еще на префлопе. Плюс у нас 2 блокера на другие связки с тузом и королем у соперника. Значит, мы можем изображать пару тузов и пару королей и забрать банк блефом. А вот низкие карманки часто окажутся на дне по эквити против диапазона, хотя начальная эквити у них выше, чем у любой непарной карманки. Только вот на флопе они почти всегда увидят оверкарты и грустно покинут раздачу в ответ на агрессию. Так что их основная цель — сет-майнинг. Вероятность попасть в сет почти 11%, что не так уж плохо. Это все хорошо. Но все мы знаем теорему Шаламова. Если у тебя короли, на доске всегда будет туз. Так ли это? Естественно, это шуточная теорема, которой Иннер, наоборот, доказывает, что в покере нельзя полагаться на свою память, так как она имеет свойство выделять неприятные моменты. Не то чтобы нельзя было верить памяти, но лучше верить математике вероятностей. А она говорит о том, что чем выше номинал, тем чаще он будет возглавлять текстуру флопа. Туз – самый старший номинал. Значит, вероятность, что на доске одной из 3 карт будет туз, куда выше, чем та же ситуация с королем и так далее. Это очень неинтуитивное знание. Подсознательно оно кажется нелогичным, ведь у каждой карты вроде бы одинаковые шансы оказаться на флопе. Проще всего объяснить этот эффект доказательством от обратного на примере самых низких номиналов на двойках. Итак, дилер берет из колоды 3 карты и переворачивает первую. Двойка. Какова вероятность того, что следующая карта не будет иметь номинал старше? Очевидно, для этого нужна еще одна двойка. Во всех остальных случаях мы увидим что-то старше. А есть еще и третья карта. Соответственно, доска со старшей картой двойкой — это невероятная, точнее, очень вероятная, но редкая текстура. Тройка. Тройка уже имеет шанс, что выпадет даже номинал пониже. То есть у нее шанс сохранить старшинство чуть выше, но тоже невысокий. И для каждого ранга есть такие ограничения. Для каждого, кроме туза. Собственно, этим и объясняется, что вероятность флопов туз-хай 21,7%, а, например, 5-хай всего 1,5%. Разница колоссальная. Зато теперь мы понимаем, почему мы с карманными королями всегда, как нам кажется, видим этот злополучный туз. В данной таблице приведены вероятности для разных текстур. Кстати, заметьте, что радужные борды более редкие, чем с 2 картами в масть. Это значит, что в большинстве случаев придется строить диапазоны, исходя из возможных флеш-дро. Это объясняет, почему при разборе текстур в софте, вроде солверов, рекомендуется начинать с туз-хай текстур с возможными дро. В реальной игре такие споты банально возникают чаще других, поэтому правильная игра в них дает довольно быстрый результат. И все-таки, какова вероятность с нашими королями увидеть туз? А что насчет дам? Как часто они столкнутся с оверкартами на флопе? А десятки? Ведь любая карманка, кроме тузов, теряет ценность, когда на доске есть номинал старше. Что ж, обратимся к очередной таблице. Как видим, начиная с девяток и ниже ситуация плачевная.
Зато против непарных комбинаций даже двойки имеют 52-54% эквити. Собственно, этим и объясняется использование низких карманок в чартах пуш-фолда. Они банально не хотят смотреть общие карты, которые наверняка испортят настроение. Лучше реализовать чистое эквити в прямом all-ин'е. Но вот мы за финальным столом Тритона. Сражаемся за очередные миллионы. И вот нам сдают те самые двойки. Мы помним о предыдущем пункте и решаем запушить с ними на остатки стека. Но соперник уравнивает и показывает тройки. Вот досада! Мы и забыли, что у оппонентов также могут быть карманки, и чем ниже наша пара, тем выше шанс, что у противника она окажется старше. Так еще чем больше соперников за столом, тем такая вероятность выше. Да, как видим, наши двойки относительно хороши, только когда остаются 1-2 участника впереди. При 3 и более мы слишком часто упремся в пару старше и без усиления до сета проиграем. Зато короли себя чувствуют очень комфортно. Кажется, что 2,44% на то, что у кого-то из 5 оппонентов карманные тузы, недостойная внимания мелочь. Но любой игрок с какой-то дистанцией понимает, что в выставлениях на префлопе кулера с королями против тузов вполне себе частое явление. Итак, мы все же оказались на флопе и не попали в сильную комбинацию. Но зацепились за борт, то есть имеем шанс на усиление, если на терне или ривере выйдет удачный ранаут. Каковы шансы собрать мощное сочетание с разными типами дро и других слабых рук? Что ж, мы рассмотрели основные покерные вероятности. Только не нужно пугаться. Запоминать их наизусть не обязательно. На самом деле изучать шансы различных исходов в разных ситуациях полезно именно для углубленного понимания вероятностей. Это позволяет не только лучше чувствовать собственную стратегию, но и спокойнее воспринимать любые удары дисперсии. Математика вероятностей — это фундамент, но настоящий выигрывающий покер получается, когда вы совмещаете расчеты с умением читать оппонентов. Как отличать блеф от value по таймингам в онлайне, какие телсы работают в живом покере, как подстраиваться под стиль соперника. Все это мы подробно разбираем в отдельном видео. Смотрите, как читать оппонента в покере онлайн и офлайн. Полный разбор телсов уже на канале.